Один из главных советских композиторов XX века стал известным еще в 20 лет, когда его первая симфония вышла за пределы концертных залов СССР и была исполнена в Европе и США. Дмитрий Шостакович жил и создавал при советской власти во время борьбы с формализмом, что наложило серьезный отпечаток на его здоровье. Шостакович был скромен, нелюдим. По его признанию, раскрепоститься ему помог алкоголь. Цитирую. «В определенных ситуациях питье вовсе не вредит. Сужу по собственному опыту. В определенный период жизни я здорово раскрепостился, расширив свои знания в этой увлекательной области. Это положило конец чрезмерной замкнутости, которая в юности была у меня почти болезненной. Мой лучший друг тоже не дурак выпить, понял это. В то время я вел себя по большей части как эстет, утомленный высшим образованием. На самом же деле я был безумно застенчив с посторонними, вероятно, главным образом из гордости. И мой друг начал интенсивный курс раскрепощения, так как сам находил немалое удовольствие в веселой и свободной жизни, несмотря на то, что очень много работал. В течение длительного времени наши попойки проходили фактически с ежедневной частотой. Как говорится, художникам сам главспирт велит пить. А перед обедом вообще самое время выпить». Шостакович был убежден, интерес к алкоголю не исключает профессионализма. Он не верил во вдохновение и считал, что писать нужно постоянно. Он часто повторял, что вино веселит сердце и возбуждает ум. Но все же его любимым напитком оставалась водка. Оперная певица Галина Вишневская в своих мемуарах «Галина. История жизни» писала следующее, цитирую. «Дмитрий Дмитриевич любил принять дома близких друзей, посидеть за столом. Он пил только водку, причем не любил маленьких водочных рюмок и наливать предпочитал только сам. Наливал себе полстакана и выпивал сразу. Потом начинал есть, выпивал еще столько же. Это была его норма. Пьянел он довольно быстро, особенно в последние годы, и в таких случаях незаметно исчезал. Уходил к себе и больше уже не появлялся до конца вечера». С возрастом здоровье Шостаковича ухудшалось. Пришлось сесть на диету, бросить курить и пить. Во многом из-за травли, развернутой против него со стороны Иосифа Сталина. В 1972 году композитору Борису Чищенко он писал, цитирую, «Когда почувствуешь, что ты не получаешь удовольствия от первых стопок водки, значит дело дрянь. Я заметил, что еще в Репине водка не доставила мне радости, а это означало, что инфаркт приближается. В этом случае сразу обратись к врачу. А еще лучше совсем не пей или соблюдай строгую умеренность». За последующий год он не написал ни единой ноты. У него была апатия и, в целом, борьба за здоровье поглотили композитора. «Я уже год как не курю, не пью. В «Черном монахе» Чехова магистр Коврин говорил, что заботы о здоровье лишили его радости творчества, что если бы Магомед, Шекспир пили бы только молоко и ели рисовую кашку, то от них не осталось бы и следа». В последние годы у композитора был рак легких и боковой амиотрофический склероз. Он скончался 9 августа 1975 года, не дожив до 69 лет. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!